Остановись. Да, ты. Прямо сейчас. Останови все, что ты делаешь. Это не совпадение. Происходит что-то священное. Что-то вечное. Что-то сверхъестественное разворачивается прямо у вас на глазах. И если вы продолжите, не слушая, если вы прокрутите, если вы проигнорируете этот момент, вы можете упустить тот самый ключ, которому суждено открыть ваше следующее чудо. Бог говорит с тобой. Это не видео. Это не голос. Это божественное вмешательство. Священное столкновение между вашим замешательством и его ясностью. Ваша боль и его обещание. Ваше сердце разбитое и тяжелое, и его сердце переполнено избыток и любовь. Есть божественная срочность чудес. Небеса тянутся к земле. Ты блуждал, усталый, нес бурю в груди. И все же, в тишине твоей души, что-то шепчет, должно быть что-то еще. Да, есть еще. И это больше начинается сейчас. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы здесь не по ошибке. Вы не нажали на это случайно. Этот момент, прямо здесь, прямо сейчас, был вписан в твою судьбу прежде, чем ты сделал свой первый вдох. Бог избрал эту секунду. Он запланировал это прерывание. И Он зовет тебя по имени. Он видит твои бессонные ночи. Он слышит молитвы, которые ты бормочешь сквозь стиснутые зубы и заплаканные подушки. Он знает боль за твоей улыбкой. Смятение, которое следует за каждой закрытой дверью. Тяжесть неоплаченных счетов. Безмолвный крик сердца, который чувствует себя покинутым. Но Бог говорит: больше не надо. Вы пробовали все, гонялись за деньгами, умоляли дать вам ответы, боролись со страхом, но ничто не заполнило это пустое пространство. Вы просили, почему благословение всегда достается кому-то другому? Вы задавались вопросом, когда наступит моя очередь? Возлюбленный, теперь твоя очередь. Это момент, когда дверь твоей судьбы распахивается. Но только если ты останешься со мной. Только если ты получишь секрет, я собираюсь раскрыться. Потому что вам нужно кое-что знать. Есть обещание Святой Завет. Скрытый ключ которой открывает не только деньги, не только чудеса, но и ваше наследование. Твой изобильной жизни. Трансформация, которая переписывает вашу историю от боли к власти, от нищеты к богатству, от ожидания доходить в пользу. Но прежде чем я открою точное слово, вы должны помолиться. Прежде чем я покажу вам момент, когда все изменится, вы должны сделать одну вещь – оставайся. До конца. Это сообщение несет ваше избавление. И то, что я скажу в последние минуты, изменит все. Вы не находитесь на расстоянии одной молитвы. Ты один откровение прочь. Это начало твоего урожая. Ты слушаешь. Хорошо. Тогда позволь мне показать тебе то, что было скрыто все это время. Благословения ты гонялся, вот-вот начнет преследовать ты. И когда вы поймете, почему вы задержались, все начнет обретать смысл. Но сначала заставьте замолчать все остальное. Потому что говорят небеса. И ты был избран, чтобы услышать это. Вы когда-нибудь чувствовали беспокойство, которое не можете объяснить? Стеснение в груди? Чувство духовного шума, которое нарушает ваш покой, которое загромождает ваш разум, которое крадет ваш покой в тишине ночи? Это не ваше воображение. Этот невидимый груз, да, тот, который давит на ваше сердце, когда все вокруг вас кажется спокойным, который груз реально. Но слушайте внимательно сейчас, потому что то, что вы чувствуете, не просто эмоционально или обстоятельно.
Это духовно. Это божественно. Что-то пыталось восстать против вас, но Бог уже пришел первым. Это не просто тревога. Это не просто усталость. Это война за ваши судьбы. Беспокойство, которое вы чувствуете, это отголосок битвы в духовном мире. Что-то священное вот-вот сдвинется. Враг знает это. Небеса знают это. И теперь ты знаешь это. Бедность – это не только деньги. Несчастье – это не только печаль. Это та глубокая, грызущая пустота, которая возникает из-за того, что вы оторваны от своего обещать, от вашего завет, и чудо Бог назначил твое имя до создания мира. Тьма, с которой ты сражаешься, это не просто щита или отсутствие возможностей, это духовное наследие, которое подвергся нападению. Речь идет о будущем, наполненном богатством, изобилии, радость, мир и здоровье, которые враг хочет похоронить прежде, чем они расцветут. Это чувство, которое у вас было, подавляющее ощущение, что вещи постоянно ускользают от вас, это симптом более глубокой войны. Молчаливая война против вашего благословения. Вы когда-нибудь задумывались, почему каждый раз, когда вы приближаетесь к прорыву, что-то рушится? Почему ваши усилия остаются незамеченными, ваши идеи отвергаются, ваша доброта подвергается насилию? Почему каждый раз, когда вы напрягаете свою веру, волна страха обрушивается еще сильнее? Это не совпадение. Это узоры. Духовные шаблоны. Проклятия. Циклы. Цепи. Но вам не суждено оставаться связанными. Нет, Бог не поместил дыхание в ваши легкие и огонь в вашу душу только для того, чтобы вы выжили. Он создал вас, чтобы наследовать. Он поставил тебя на трансформацию. Он помазал тебя для избыток. Но чтобы заявить об этом, нужно осознать, что происходит на самом деле. Причина, по которой вы не можете отдохнуть, причина, по которой вы чувствуете, что что-то не так, даже когда внешне ничего не кажется неправильным, заключается в том, что ваш дух чувствителен к трансформированию. Бог не наказывает тебя. Он защищающий тебя. Защищает тебя от неправильных решений, от душевных связей, замаскированных под отношения, от открытых дверей, ведущих к разрушению, от денег, которые украдут ваш мир, от успеха, который разрушит ваше сердце. Он открывает скрытое. Он укрывает тебя от ран, которые еще даже не появились. Он защищает тебя от сражений, которых ты не видишь, от предательств, которые еще не развернулись, от болезней, которые формируются в тишине. Это ощущение в твоем духе – это не страх. Это Богголос. Это Его присутствие. И Он говорит: подожди. Не двигайся. Дай мне пойти перед тобой. Потому что то, от чего у вас сегодня захватывает дух, бремя, смятение, закрытые двери – это тот самый сценарий, в котором АНП продемонстрировать свою силу завтра. Но ты должен доверять ему в темноте. Ты не должен спешить вперед. Путь может казаться заблокированным, но это только потому, что он расчищает поле битвы. Ты не проигрываешь. Ты сохранились. Вы не задерживаетесь. Вы находитесь выровнен. И совсем скоро та же земля, где ты плакал, станет землей, где ты пожинать точку урожая уже вписана в вашу историю. Деньги, которые вы считали потерянными, любовь, которая ускользнула сквозь пальцы, бизнес, который не был запущен. Мечта, которая умерла слишком рано, ничто из этого не было потрачено впустую. У Бога есть план. Святой план. И он все еще разворачивается, даже сейчас, даже когда вы слушаете это самое слово. Есть причина,
по которой враг сражается с тобой сильнее, чем с другими. Есть причина, по которой твоя война интенсивна. Потому что ты необычный. Ты выбранный. Вы несете ключи к дверям, которые другие даже не видят. Вашвера ужасает тьма. Ваша судьба угрожает системам недостатка и отчаяния. Ваш голос, когда он соответствует Божьим обещаниям, является оружием, сосудом, трубой прорыва. Итак, позвольте мне спросить вас, вы замечали, что ваша щедрость остается безответной? Что когда вы любите других глубоко, они часто уходят? Что ваши сезоны даяния сменяются сезонами сухости? Это не провал. Это доказательство. Доказательство того, что вы не ходите по кругу. Вы идете по пустыне, которая ведет к наследованию. Дискомфорт является доказательством того, что Бог все еще действует. Духовное давление – это признак того, что что-то должно произойти, взломать. И в следующий раз, когда враг попытается сказать вам, что вы забыты, напомните ему, Бог приходит раньше раны. Бог не просто наблюдает. Он уже здесь. Он шепчет в ваш хаос. Он защищает ваше сердце от атак, которые вы не видите. Он запечатывает вас в священном покрове. Чудо, возможно, еще не появилось, но защита имеет, услуга имеет, обещать никогда не уходил. И это значит, что вы все еще в графике. Все еще под защитой. Все еще вызваны. Все еще любимы. Но вы не должны сдаваться. Вы должны оставаться на связи. Не отворачивайтесь, когда благословение кажется запоздалым. Не отступайте, когда ночь кажется тяжелой. Оставайтесь рядом. Потому что Бог не опаздывает, подготовка стола. Он приправляет твое чудо. И то, что казалось молчанием, на самом деле было стратегией. Так что если это говорит с вашим духом, если это подтверждает то, что вы чувствовали глубоко внутри, не оставляйте этот момент в молчании. Поставьте лайк этому видео не как формальность, а как сигнал на небеса, что ты получить это слово. Пусть ваше согласие отзовется эхом в духовном мире. Оставьте комментарий, если вы чувствуете этот огонь. Свидетельствуйте, если вы знаете, что Бог нашептывает предупреждение в ваше сердце. Потому что откровение только началось. И то, что я покажу вам дальше, раскрыть истинная причина благословения, было отложено. То, что вы обнаружите в следующей части, изменит то, как вы видите свою боль, и открыть избыток, который ждал все это время. Оставайся. Оставайся для чуда. Оставайтесь на трансформация. Потому что Бог есть не закончено. И ты тоже. Помните Агарь, женщина, выброшенная в пустыню, несущая с собой только своего ребенка, свою печаль и сердце, полное вопросов. Она повиновалась. Она служила. Но когда пришло отвержение, оно пришло как гроза, беспощадная, унизительная и окончательная. Ее выслали люди, которым она доверяла, в пустыню, где надежда испаряется, как вода под беспощадным солнцем. Но даже там, даже в этой забытой пустыне, Бог увидел ее. И не просто увидел ее, Он заговорил. Он назвал ее по имени. Он дал ей обещание. И она назвала то место «Король, Бог, который меня видит». Теперь остановитесь на мгновение. Посмотрите на свою собственную пустыню. Люди, которые ушли. Поддержка, которая исчезла, когда вы больше всего в ней нуждались, обещания, что разбилось, молитвы, которые отскакивали от безмольных потолков. Сколько раз вы улыбались, когда ваша душа рушилась внутри? Как часто вы утешали других,
молча истекая кровью из собственных ран? Бог все это видел. Он видел слезы за твоим молчанием. Он видел тяжесть, которую ты нес, притворяясь сильным. Он видел моменты, когда ты шептал его имя не из веры, а из чистого отчаяния. И даже тогда, особенно тогда, он был там. Присутствовал. Наблюдал. Скорбил вместе с тобой. Но теперь, дорогой, он не только-видя. Он естествующий. Бог есть переписывание конец твоей истории. Он берет предательство и превращает его в прорыв. Он берет оставление и превращает его в избыток. Он проникает в то самое место, которое пыталось уничтожить вас, и использует его как почву, на которой вычудо пустит корни. Место, где когда-то сбилось твое дыхание, станет той самой площадкой, где родится твое свидетельство. Позвольте мне спросить вас, сколько у вас ран, о которых вы никогда не говорите? Сколько людей ушли без объяснений и оставили ваше сердце с кусочками, которые вы не знаете, как склеить? Сколько ночей вы сидели в тишине, задаваясь вопросом, почему те, кого вы любили больше всего, исчезли, когда огонь разгорелся? И все же, вот вы где. Все еще дышу. Все еще стою. Все еще ищу Бога. Все еще держусь, пусть даже на волоске. Это само по себе является доказательством того, что ваша история еще не закончена. Как Агарь, ты была отвергнута. Как Агарь, ты блуждала. Но теперь, как и она, тебя встречает Бог вмешательства, Бог наследства, Бог обещания, который не просто утешает тебя в пустыне, Он открывает будущее в нем. Он превращает пустошь в источник. Он берет то, что было пустым, и наполняет ега вечная вода. Да, боль была настоящей. Потеря была тяжелой. Но это не был конец. Это был настраиваль на тот момент, когда Бог придет не только для того, чтобы утешить вас, но и возвышать-то. Видишь ли, то, что ранило тебя, не будет иметь последнего слова. То, что сломало тебя, не напишет последнего предложения. Потому что Бог вмешивается сейчас, и Он несет ручку, пропитанную обещать, окунутый в завет, написание новой главы выздоровления, богатства и трансформация. Чувствуете ли вы это волнение в своем сердце? Это дыхание небес, подтверждающее, что ваша пустыня скоро превратится в жатвенное поле. Слезы, которые вы выплакали, становятся семена. Семена вера, из услуга, из будущее изобилие. Чем больше вы страдали, тем большее чудо вы собираетесь получить. Чем темнее ваша ночь, тем ярче ваш рассвет. Но можно ли доверить Богу осколки? Можете ли вы возложить боль на алтарь и позволить Ему сотворить из вашей боли нечто святое? Вот где многие спотыкаются, потому что исцеление не всегда мгновенное. Но оно всегда обещано. И теперь тот, кто видел вас в тени, зовет вас к свету. Он расчищает путь вперед. Он открывает двери, которые долгое время были запечатаны, заперты болью поколений, неуверенностью в себе, страхом, финансовой засухой. А надпирание двери, что поколения до вас не могли найти. И это не только ради вас. Это ради ваших детей, вашего наследия, вашего наследования. Верите ли вы, что Бог может благословить то, что когда-то истекало кровью? Верите ли вы, что ваше отвержение было не проклятием, а ключ? Потому что именно это Он вам сейчас показывает. Бог не просто исцеляет то, что было сломано. Он выкупит его. Ваши шрамы становятся священные знаки. Знаки битв, которые вы пережили, свидетельство силы, которая сохранила вас.
Каждая ложь, сказанная против вас, отменяется. Каждое проклятие разрушается. Каждая дверь, закрытая перед вашим лицом, теперь распахивается с божественной милостью. И самая сильная часть – Он не только дает вам победу, а трансформирующий ты. Ты не выйдешь из этого прежним. Ты вступаешь в новые помазания, новый уровень богатства, не только финансовые, но и духовные, эмоциональные и поколенческие. Вы позиционируетесь для переполнения. И те же самые люди, которые когда-то сомневались в вашем будущем, станут свидетелями избыток вашего урожая. Поэтому я спрашиваю еще раз, вы готовы к этому? Видите ли вы, что каждое отсутствие, каждое нарушенное обещание, каждая одинокая долина были не наказанием, а путем к этому самому моменту? Агарь не была забыта. Иосиф не был оставлен. Иов не был оставлен. И ты, вы, которые чувствуете себя упущенными и неквалифицированными, вы не невидимы для Бога. Фактически, вы яго-судно. Избранный инструмент славы. Божественный контейнер для чудеса, для услуга, для богатства за пределами материальной меры. Это больше, чем восстановление. Это возрождение. Речь идет не только об исцелении вашего сердца, речь идет о возвращении своей судьбы. И огонь, через который ты прошел, станет твоим топливом. Страдания, которые ты перенес, станут твоей историей сверхъестественное благословение. Но ты должен верить, что твой конец не был написан болью. Это пишется Божье обещание, и это обещание невозможно остановить. Оставайтесь со мной. Потому что именно тот момент, когда ваша история изменится, наступит скоро в этом сообщении. И когда он наступит, когда этот ключ будет отпущен, вы должны быть готовы взять его. Сегодня пустыня заканчивается. Дверь открывается. И твое чудо идет к тебе. Вы не опоздали. Вдохни это. Пусть эти слова пронзят каждую тревожную мысль, каждую ложную временную линию, за которую ты держался, каждый шепот врага, который сказал: «Ты пропустил это, ты позади, ты слишком сломлен, чтобы быть благословенным». Это ложь. Духовный саботаж. Но правда, вечная, божественная истина – это «ты точно вовремя». Потому что все, что произошло до этого момента, не было концом твоего обещания, но подготовка для его полноты. Да, задержка была божественной. Молчание было стратегическим. Обрезка была преднамеренной. Бог был укреплением ваших корней, копая глубоко под поверхностью, обеспечивая фундамент вашего вера, твое сердце, твой характер, так что когда благословение падает, ты не рухнешь под вес изобилия. Видите ли, богатые – это не только те, у кого есть деньги. Настоящее богатство духовно. Оно невидимо, пока его не увидят. Оно начинается в вашем сердце, в вашем духе, в вашем выборе. Перед тем, как урожай, Бог всегда готовит почву. И твоя жизнь прошла через долгий период возделывания, ломки, переворачивания старых вещей. Да, это было больно. Но это было священной. Потому что теперь семя готово, дверь готов. И превыше всего ты готова. Но не все войдут в эту дверь. Потому что дверь избыток, дверь трансформация, врата чуда, он открывается только тогда, когда душа готова отпустить. Позвольте мне спросить вас сейчас, что вы все еще несете в себе такого, что Бог попросил вас освободить? Вы все еще держитесь за страх, молясь за веру. Все еще цепляетесь за горяч и удивляетесь, почему в ваше благословение чувствуете задержку. Вы просите Бога о богатстве, говоря слова недостатка в вашей жизни. Вы ищете выздоровление, при этом все еще таите непрощение в потаенных уголках своей души. Это ваш перекресток.
Это моральная дилемма, которая открывает чудо. Нет завет без сдачи. Нет наследования без послушания. Нет урожая без смерти семени. И Бог говорит: пришло время обменять то, что было безопасным, на то, что священно. Бедность начинается в уме, а несчастье процветает в душе, которая выбирает выживание, а не божественная сдача. Но ты не был создан просто для выживания. Ты – сосуд обещания, носитель сверхъестественной силы, живой храм, призванный отражать избыток небес на земле. И чтобы войти в этот новый сезон, вы должны выбрать, на чьей стороне вы будете служить. Будет ли это свет или тьма, вера или страх, послушание или оправдание? Продолжите ли вы репетировать боль или отдадите ее в руки того, кто уже видел ее и спланировал ваше выздоровление еще до того, как вас ранили? Эта линия, начертанная на песке. Добро против зла, бедность против богатства, задерживать против судьба. Это не просто новый сезон, это новая область. Сдвиг в духе. И только те, кто готов пересечь, отказаться от собственных ожиданий и соответствовать божественному расписанию, увидят то, что было скрыто все это время. И вот секрет, который понимают немногие: чем дольше подготовка, тем больше продвижение. Бог – строитель поколений, а не моментов. Он не сажает поверхностные корни. Он сажает вечное наследие. Вот почему казалось, что другие продвигаются вперед, пока вы застряли. Вот почему двери открывались для них, в то время как ваши оставались закрытыми. Но не потому, что вас отвергли, а потому, что вас защищены. Защищено от поддельного возвышения. Защищено от поддельных платформ. Защищено от слишком раннего входа в сезон и потери самого наследования, призваны установить ваше родословное. Да, родословное. Это касается не только вас. Это касается детей после вас. Семья, которую вы еще не воспитали. Бизнес, который вы еще не создали. Сообщество, на которое повлияет ваше благословение. Бог не только готовил вас, Он был защищая то, что придет через тебя. Вот почему ожидание было таким долгим. Вот почему духовный шум было так громко. Потому что враг хотел, чтобы вы ушли прежде, чем вы осознали, насколько близко вы к двери. Но теперь эта дверь открывается. Тебя не забыли. Тебя не упустили из виду. Тебя не бросили. Ты на грани трансформации. Каждая безмолвная молитва, которую вы прошептали, каждая слеза, скатившаяся по вашей щеке в темной комнате, где вас никто не видел, каждый момент, когда вы думали, что ваша вера вот-вот разобьется под тяжестью промедления, Бог наблюдал. Не как далекий наблюдатель, а как тот, кто формирует благословение через твою сокрушенность. Те самые вещи, которые, как вы считали, дисквалифицировали вас, ваше прошлое, ваши ошибки, ваши недостатки, теперь становятся именно той платформой, на которой возникнет ваше чудо. Вам не отказали, вас подготовили. То, что ощущалось как наказание, на самом деле было божественным позиционированием. Шторм не пришел, чтобы сломать тебя, он пришел, чтобы крестить тебя в твой следующий сезон богатства, избыток и личность. Это не конец, это начало твоего возрождения. Вы прошли через нищету, не только нехватку денег, но и голод души, голод надежды, засуху видения. Но теперь возлюбленные небеса открываются. Вы собираетесь получить святое наследие, урожай, который твоя душа едва ли сможет вместить. Не только материальное обеспечение, хотя и это придет. Но мир, понимание, восстановление отношений, ясность цели – услуга с теми, о ком вы даже не знали, что они наблюдают. Вы вступаете в священный завет, что ждал назначенного времени.
Это время настало. Нейроресурсы выравниваются, точка двери разблокируется, не один, а многие сверхъестественные связи приходят в вашу жизнь, которые перенесут вас в сферы влияния и возможностей, которые никакое резюме не может заслужить, никакая стратегия не может достичь, и никакой человек не может присвоить себе заслуги. Это божественная оркестровка вечного Бога, того, кто называет себя твоим отцом. Ты – его избранный сосуд. Послушайте это внимательно. Вам не помогают, вас запускают, точка разница есть. Помощь для слабых. Запуск для подготовленных, точка огней исправить тебя в этот час, раскрывай тебя. Молитвы, которые вы молились, не были отвергнуты, они были услышаны, и ответ прорастал корнями под землей, невидимыми, тихими, глубокими. И вот росток прорывается сквозь поверхность, точка урожай не придет, это прибывающий. Он не просто исправляет ситуацию, он трансформирует их. Твой личность, твой сердце, твой образ мышления, твой ценить, твой границы, твою проницательность, они все очищаются как золото. Это вечное преобразование. То, что было хрупким, теперь священно. То, что было запутанным, теперь пророческое. То, что было обычным, теперь необычайный. Ты должен понять, ты больше не нищий. Ты не просто выживаешь. Ты сонаследник Христу, и завет Авраама, обещание богатства, из нации, из благословения, теперь лежит на ваших плечах. Не только для вашего блага, но и для того, чтобы вы могли нести факел в свою семью, свое сообщество, свое поколение. Это благословение, это богатство не эгоистично, оно священно. Это ваше назначение. Это ваше наследство. И с ним приходит ключ. Держись поближе к источнику. Не позволяй быть ресурсом, который вы посещаете во время чрезвычайных ситуаций. Сделайте эгоцентр вашей идентичности, точка сердцебиения ваших решений. Потому что то, во что вы вступаете, требует руководства за пределами логики. Вы не просто получаете больше, вы становитесь больше. Это касается не только деньги. Речь идет о миссии. Не только о избыток, но выравнивание. Не только успех, но и сдача, точка трансформации вашего внешнего мира – это всего лишь зеркало, внутреннее воскрешение происходит внутри вас. Это возрождение. И ты был избран. Избран не потому, что ты совершенен, а потому, что ты готовый. Теперь услышь меня, не оглядывайся назад. Не возвращайся к мышлению дефицита. Не слушай голоса, которые говорят, что ты не готов, к Господь, Бог твой, пойдет пред тобою, и то, что Он открывает, никто не может закрыть. То, что Он благословляет, никакое проклятие не может коснуться. То, что Он помазывает, никакой демон не может задержать. Ходите в этом обещать. Покойся с миром, вера. Радуйтесь тому, что урожай. Вы входите в священный сезон необычного ускорения. Будет казаться, что все происходит слишком быстро, но на самом деле все идет по расписанию, задержки прошлого никогда не были отказами, они были репетиции этот момент. И теперь то, что когда-то занимало годы, будет разворачиваться за недели, божественное время лежит на вас. Прими это, ты – услышанная молитва кого-то до тебя. И твое послушание сейчас станет услышанной молитвой кого-то после тебя. Это наследие. Это вечность, ярваясь в вашу временную шкалу, благословения на вашу жизнь – это не сделка. Это завещание. Живой, дышащий откровение том, что происходит, когда сердце остается смиренным, даже в периоды тишины. Прямо сейчас я говорю в самая глубокая часть твоей души, вы не теряете. Вы не забыты. Вы не теряете время. Вы пребываете. Вы вступаете в полноту. Ваш вера не напрасно. Ваш семя не пропадает зря.
Ваш личности случайно. Ты чисть божественный план. Так что подними голову. Вытри слезы. Расправь плечи, говори жизни своей судьбой. Объявите обещать Бога. Ходи как благословенный, которым ты уже являешься. Живи как богатый, которым ты становишься. Молись так, как будто дверь уже открыта. Потому что так и есть. Это твой сезон. Это твой момент. Это твое время урожай, ключ в твоем сердце, и дверь ждал твоей руки. Теперь шагни вперед не в страхе, а в огне. Не в сомнении, а в божественной уверенности. И если эти слова тронули вашу душу, то оставьте комментарий ниже, и я получаю мою трансформацию. Пусть это будет декларацией в мире людей и ангелов. Пусть это будет вашим алтарем, вашим подтверждением, вашим криком веры. Потому что когда вы объявляете благословение, вы создаете место для его жизни. Вы не терпите неудачу. Вы являетесь возрожденной. И остаток твоей жизни начинается сейчас. Время реституции пришел. Тот же Бог, который видел, как ты скорбишь в тайне, теперь вознаградит тебя публично. Ты увидишь честью ты когда-то склонил голову от стыда. Ты будешь поднятый в том самом месте, где вас проигнорировали. И те, кто отверг вас, не будут иметь иного выбора, кроме как стать свидетелями того, что Бог собирается высвободить в вашей жизни. Но вы должны решить, готовы ли вы сделать то, чего большинство людей не сделает, чтобы прожить жизнь, которую большинство людей никогда не сделает. Готовы ли вы заставить мир замолчать, чтобы услышать шепот Бога? Готовы ли вы отпустить то, что кажется хорошим, чтобы войти в то, что Богом предопределенный? Готовы ли вы простить тех, кто этого не заслуживает, чтобы вы могли отоприть ворота благосклонности? Потому что это ключ. Твой трансформация – это не в вашем будущем, это в вашем выборе сейчас. И если вы хотите ходить в божественном богатстве, вы должны начать думать как тот, кто доверяет экономике небес. И если вы хотите унаследовать избыток, ты должен прекратить репетировать недостаток. И если вы хотите получить свое чудо, вы должны расположить свой дух с неустанным верой. Бог не благословляет тех, кто просит только устами. Он благословляет тех, кто выравнивает свое сердце с Его волей. Итак, что же? Должно измениться сегодня, прямо сейчас? От чего следует отказаться? Какие мыслительные модели следует сжечь на алтаре? Какие дружеские связи следует обрезать? Какие привычки разрушить? Каких идолов снести? Потому что время потрясений прошло. Это сезон подъема. Это час, когда все, что держало вас в плену, разрушается, циклы заканчиваются. Ярлыки снимаются. Проклятия отменяются. И то, что было сказано против вас, будет замолчал по звуку твоего победоложь, которая высмеивала ваш прогресс, замолчит перед вашим неоспоримым высота. Да, он здесь. Не позже, сейчас. Больше никаких задержек. Это ваше назначенное время. Но помните, каждая божественная дверь требует решения. Вы можете оставаться в привычных рамках и называть это безопасностью, или вы можете войти в священный дискомфорт и называть это судьба. Вы можете цепляться за свое прошлое и лишиться своего наследования, или вы можете отпустить его и получить восстановление. Бог не будет заставлять тебя, но Он приглашает тебя. Убеждает тебя. Шепчет твоему духу даже сейчас: приди. Время пришло. Благословение уже здесь. Так на какой стороне вы будете стоять? Будете ли вы наблюдать, как другие выполняют свои обещания, пока ваше чудо ждет по ту сторону послушания? Или вы, наконец, скажете: «Да,
не тому, что легко, а тому, что вечно правый. Это твой момент завет, обещать не изменилось, ключ все еще твой, наследование ждет. И все в твоей жизни, каждая задержка, каждая слеза, каждая невысказанная боль, все это вело к этому. Настало время преобразований. А теперь дверь стоит открытым. То, что вы делаете дальше, определяет то, что через него проходит. Борьба была тяжелой, потому что ваша судьба здорова. Ночи были длинными, тишина невыносимой, молитвы без ответа, или так казалось. Но теперь, когда завеса приподнята, вы можете начать видеть то, что происходило под поверхностью все это время. Это не было оставлением. Это не было наказанием. Это была печь уточнения. Это был священный процесс подготовка. Бог готовит тебя к чему-то, что может вынести только твоя душа. И потому, что обещать здорово, процесс должен был быть интенсивным. Вы не были забыты, вы были кованы. Тебя не отвергли, тебе вы куплен. Вы не отставали, вы были скрыты, защищен от преждевременного разоблачения, охраняется до назначенного часа. И вот этот час настал. Новый ритм начинается сегодня. Не ритм стремления, борьбы или выживания, а ритм милость из ускорения, из избыток. Небеса уже сдвинулись. Атмосфера вокруг вашей жизни меняется. То, что когда-то сопротивлялось вам, начнет течь. То, что когда-то удерживалось от вас, начнет отвечить. Двери, которые когда-то насмехались над вами молчанием, распахиваются не из-за вашей силы, а из-за вашей капитуляции. Пусть это укоренится в вашем духе, вы уже благословенный. Не потому, что все выглядит идеально, а потому, что рука Бога на вас. Потому что завет Он сделал с тобой, даже до того, как ты полностью понял это, все еще стоит. Потому что ты есть судно чего-то вечной, что-нибудь божественный. Масло на твоей жизни нельзя отрицать. И этот следующий сезон докажет, что то, что нападало на тебя, было лишь подтверждением богатства чуда, наследование это всегда было твоим. Бог открывает невидимые пути. Да, пути, которые вы никогда не ожидали, через людей, которых вы не рассматривали, способами, которые ваш разум никогда не представлял. То, что казалось безжизненным, мечты, отношения, возможности, снова начнет двигаться. И не вашей силой, не вашим планом, но его дух. Вы начнете видеть воскрешение в областях, которые выглядели законченными. Вы услышите «да», где раньше был «нет». Вы испытаете услугу в местах, где вам когда-то было стыдно. Потому что Дух Господень не только зависание над твоей жизнью, а дыхание на нем. Есть возрождение подходит к вашим финансам, возрождения иду на твое здоровье. А возрождение в вашей уверенности, в вашем творчестве, в ваших отношениях. И там, где была путаница, теперь будет ясность. То, что выглядело как хаос, было ускорение. Задержки, отказы, дезертирство – все это было прикрытием, для дверь которой тихо готовился. И эта дверь сейчас открывается. Вы не просто входите в другую главу. Вы входите в свою земля обетованная. Земля избыток, а не недостаток. Земля увеличивать, а не умаление. Земля жатва, а не стремление. Это урожай сезон. Сезон, когда то, что было посажено в вера, то, что ты поливал слезами и защищал безмольными молитвами, наконец прорастает. Вокруг вас происходит сдвиг в духовной атмосфере. Вы чувствуете это. Тяжесть поднимается. Туман рассеивается. Вес, который когда-то заставлял вас чувствовать себя застрявшим, заменяется крыльями, сверхъестественные крылья, которые перенесет вас в место, куда ваши ноги не могли бы дойти сами.
То, что когда-то казалось невозможным, теперь покажется неизбежной, потому что благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит. И да, богатство грядет. Не только духовная точка богатства, хотя это корень. Финансовые богатства, относительные богатства, психическое богатство, эмоциональные богатства. Тебе не суждено было жить в объедках, когда Бог обещал тебе полная таблица. Вы не были созданы, чтобы просить крошки, когда наследование твой завет. Но чтобы по-настоящему ходить в этом, вы должны принять то, что другие не видят. Вы должны верить в невидимый, даже до того, как это проявится в естественном. Потому что то, что вы несете, не является обычным. Это священный. Это секрет. Это небесный план вашей жизни. И только те, у кого глазоверс может это осуществить. Бог есть восстановление связей, вы думали, что ушли навсегда. Возрождающие связи, которые когда-то были разрушены недопониманием, предательством или временем. Даже сейчас Он говорит с сердцами в вашу пользу. Он шепчет ваше имя в комнаты, в которые вы никогда не заходили. Он назначает божественное партнерство, люди, которые будут нести ключи к следующему уровню вашего путешествия. Это не время для урегулирования. Это время для высота. Все, что враг использовал для определения вас, ваше прошлое, ваша боль, ваша бедность, отбрасывается. Это не ваша идентичность. Ваша идентичность – это возлюбленный. Ваша личность и помазанный. Ваша личность благословенный и неудержимый. И то, что грядет, не может быть отменено, отложено или отвергнуто, потому что оно запечатано Словом Божьим. Теперь пусть эти обещания мои тебя, ты голова, а не хвост. Ты только наверху, а не внизу. Благословен ты в городе и благословен на поле. Вы кредитор, а не заемщик. Ты будешь есть плоды своего труда и радоваться урожаю своему. Восстанут дети твои и назовут тебя милостивым. Одним путем придут к тебе враги твои, а 7 путями побегут. Неуслуга Бога окружает тебя, как щит. Ни дверь, ни один человек не может закрыть то, что открыто. Это недалекие мечты. Это настоящие реалии в дух, и они вот-вот проявятся в естественном. Но вы должны их произнести. Вы должны их объявить. Вы должны полагать, что вы не пытаетесь получить благословение, вы являются благословенной. Речь идет не о погоне за прорывом. Речь идет остановиться прорыв. Все внутри тебя меняется. Твоя осанка, твое восприятие, твоя позиция. Ты поднимаешься сейчас. Больше не ждешь разрешения быть тем, кем Бог уже называется вам быть. Больше не извиняясь за славу, которую вы несете. Больше не сжимаясь, чтобы вписаться в пространство, которые не могли бы вместить ваше помазание. Тебе никогда не суждено было прожить маленькую жизнь. Война была такой большой, потому что судьба больше. Боль была такой сильной, потому что урожай будет весомым. И теперь, когда этот божественный ветер начинает дуть через вашу жизнь, ваша трансформация будет неоспоримым. Примите это сейчас в свой дух, вы избраны. Вы защищены. Вы возвышены. Ты богатый. Вы целы. Вы соответствуете божественный ритм небес. То, что когда-то было трудным, теперь будет ощущаться украшенной. То, что казалось выживанием, теперь станет переполнением. И то, что было мертво, возвращается к жизни, не когда-нибудь, на сейчас. Вы не вступаете в новый сезон. Ты является новый сезон.
Это ваш момент, чтобы встать и пойти во все, что Бог уже сказал, что это ваше. Не сомневайтесь. Не размышляйте слишком много. Не откладывайте, чудо уже движется, дверью уже открывается, благословения уже преследует тебя. Теперь вдохни. Закрой глаза. Пусть это поселится в твоей душе. И если вы чувствуете, что это слово подтверждает все внутри вас, если вы чувствуете, что в ваше сердце свидетельствует комментарий ниже, пусть небо и земля знают, я принимаю свое божественное наследие. Я готов к трансформации, потому что с этого момента все изменится. Не борьба было тяжело, но благословение будет больше. И ваше время пришло. Отец Божий, мы приходим к Тебе в благоговении, в смирении и в святом ожидании. Мы приходим не как те, кто просит крошек, но как сыновья и дочери, избранные заветом, запечатанный обещанием и предназначенный для наследования. Ты, Господи, Бог, который видит король, тот же Бог, который увидел Агарь в пустыне и дал ей воды, когда она думала, что она и ее ребенок умрут. И Ты тот же сегодня. Ты видел нас, каждую слезу, каждую тишину, каждый сломанный момент, скрытый за улыбкой, каждое темное место, где мы шептали Твое имя, когда никто другой не мог услышать. Боже, мы благодарим Тебя, что мы не забыты, что мы никогда не задерживались, только готовы. Мы заявляем сейчас авторитетом небес, что то, что когда-то ощущалось как потеря, на самом деле было настраиваться награду. Так же, как Ты подготовил Иосифа через яму и тюрьму, прежде чем привести его во дворец, Ты был переработка, укрепление, углубление наши корни, так что урожай не просто придет, а останется. Мы помним Римлянам 8 часов 28 минут, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуют ко благу. Ты не забыл нас. Ты сформированный нас. Ты сформировал нас через огонь, через ожидание, через тишину, так что теперь мы можем нести то, что другие не могли. То, что Ты выпускаешь в этом сезоне, не для всех. Это эксклюзивный, священный, божественный, благословения, это личная, богатства свято, услуга необратима. Мы принимаем истину Исаии 43, 19. «Вот я делаю новое, оно уже явится, и вы не узнаете его. Я проложу дорогу в пустыне, реки в степи». Господь, Ты делаешь новые весна вперед. Где все выглядело стерильным, бесплодным, безжизненным, Ты дышишь избыток, здоровье, выздоровление, чудотворное обеспечение. Вы нарушаете ограничения. Вы освобождаете людей. Вы разблокируете двери, мы даже не знали, что они закрыты. И теперь мы делаем священное заявление. Время дефицита прошло. Мы не вступаем в будущее со страхом. Мы вступаем с верой. Потому что Твое Слово говорит в послании к Евреям 11:1: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Нам не нужно видеть, чтобы верить. Мы доверяем Тебе в невидимом. Мы доверяем Тебе, когда логика терпит неудачу. Мы доверяем Тебе, потому что наша сила не в контроле, она в сдаваться. И наша награда не в спешке, а в доверяющей. Мы разрушаем все проклятия малости, недостатка, путаницы и компромисса, которые пытались зацепиться за нас. Мы отрекаемся от страха. Мы заставляем замолчать голос, который говорит, что мы должны приглушить свой свет, чтобы вписаться. Больше никаких укрытий. Больше никаких ужимок. Ты отделил нас, Боже, не для того, чтобы угождать людям, а для того, чтобы идти с Тобой. И теперь мы принимаем эту истину. Полностью. Смело. Без извинений. Мы не общее. Мы помазаны.
Мы не покинуты. Мы благоприятствовал. Мы не брошены. Мы ускоренны. Мы не ждем, чтобы нас увидели. Мы уже есть. Называется. И вот, Боже, мы стоим сейчас на краю чуда, на пороге дверь, с открытыми руками и готовыми сердцами. Все, что Ты приготовил, мы принимаем. Каждое обещание, которое Ты прошептал во тьме, мы принимаем. Каждого врага, который восстал против нас, мы прощаем. Каждый голос, который пытался насмехаться над нами, мы заставляем замолчать хвалой. Мы говорим, как Давид в Псалме 23: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Да, Господь, наша чаша преисполнена. Потому что это не просто благословение. Это переполнение. Это урожай. Это трансформация. Это время реституции. Спасибо Тебе, Господь, за то, что было. Спасибо Тебе за то, что есть. И больше всего спасибо Тебе за то, что грядет. В имени, которое превыше всякого имени, Иисус Христос, молимся, веруем и провозглашаем. Аминь. И если эта молитва пронзила ваше сердце, если вы знаете, что этот момент был предназначен для вас, оставьте комментарий сейчас, и я получаю свою божественную награду. Я не буду колебаться, пусть небеса станут свидетелями вашего согласия. Пусть земля отзовется эхом вашей капитуляции. Потому что время дефицита закончилось, и ваш чудо-ужин началось. Вы не стоите на грани провала, вы на грани трансформации. Все, что ты пережил, каждое молчание молитва, каждую одинокую ночь, когда ты взывал к Абак без ответа в ответ, каждое трудное решение, которое вы принимали, когда никто другой не понимал, все они были видны. Небеса записали каждый поступок веры, каждая жертва, принесенная в тайне. Каждый момент, когда вы выбирали веру, даже если вера стоила вам всего. И вот теперь начинается смена. Бог расставляет все по местам, ваши эмоции, твои ресурсы, твое соединение, твою личность. Пазл, который когда-то казался разбросанным, начинает формировать картину, которую он видел с самого начала. И эта картина прекрасна. Она свята. Она наполнена избыток, услуга, богатство и цель. Части не случайны. Боль не была напрасной. Путь не был случайным. Все это было частью плана. Но вслушайтесь в это повнимательнее. Бог не хочет быть просто вашим источником во времена кризиса. Он не хочет быть той аварийной дверью, которую вы открываете только тогда, когда все рушатся. Он хочет быть центром основы твоей жизни, сердцебиение твоих дней, тот, с кем ты идешь, когда все хорошо и когда неопределенно. Потому что путешествие, которое начинается сейчас, это не только чудесный, это вечный. Это не о моменте. Это о движении в вашей жизни. Движение от страха к вере, от нищеты к богатству, от замешательства до ясности, от выживания до судьбы. Вы были выбраны, отделен, отмечен, призван нести не только свое собственное благословение, но и быть сосудом для других, пример того, как это выглядит, когда Бог трансформирует кто-то полностью. Да, это начало твоего возрождения. Ветры изменились, дверью открылся, ключ было раскрыто. И теперь вы должны продолжать идти. Не оглядывайтесь назад. Не подвергайте сомнению то, что вы уже отдали. Старый сезон прошел. То, что ждет вас сейчас, это больше. То, что нас ждет впереди, наполнено божественными сюрпризами, священными моментами, и чудеса. У тебя даже не было языка, на котором можно было бы молиться.
Если вы почувствовали, что это слово для вас, и если что-то внутри вас пробудилось, то напишите комментарий прямо сейчас. Я готов к своему божественному преображению. Пусть мир и небеса знают, что ваш урожай началось. Что вы уже не будете ходить в страхе, но в вере. Что ты больше не будешь служить привычному на вечный. И что вы привержены не просто получению благословения, но чтобы стать благословением. Подпишитесь на этот канал. Не только для того, чтобы услышать больше, но и чтобы оставаться в курсе событий, голос Боки использует, чтобы говорить в ваш новый сезон. Потому что в следующем эпизоде мы пойдем еще глубже в то, как поддерживать чудо, как защищать урожай и как ходить ежедневно в переполненном помещении. Это не конец. Это начало. Идите вперед. Вы не одиноки. Бог с вами. И ваша трансформация уже разворачивается.